Good aftermiddag, терветола, здравствуйте! Сегодня мы с вами в городе, который побывал в составе Швеции, в составе Финляндии, в составе России, в составе СССР, обратно в составе Финляндии, обратно в состав СССР. В общем, город очень богатый на свою историю, на свои достопримечательности, и там очень много котиков, что очень важно, и очень много вкусной еды. Поэтому сегодня мы гуляем по Выборгу. И чтобы не потеряться в этом обилии времен, путешествие во времени — это штука опасная, я обращусь к мобильному приложению Кведа. Маршрут составлен, можно отправляться в путь. Выборгский замок, лавка рыжей лапки и полный модерн. Мы на главной площади. Называется она Красная площадь. На ней представлены практически все эпохи, которые пережил Выборг. Красная площадь что-то напоминает. Плагиат? Нет. Раньше она называлась Площадь Красного Колодца, потому что здесь был колодец, и по легенде около него казнили сторонников свергнутого тогда короля Сигизмунда, поэтому он и стал красным. Но колодца нет как на площади, так и в названии площади, поэтому теперь это просто Красная площадь. Но, знаете, и сегодня на этой площади поддерживать каких-нибудь королей не очень хочется, особенно под пристальным взором товарища Ленина. Он монархов никогда не жаловал, хотя памятник Ленину есть практически в каждом городе России, в Выборге он действительно бывал. Остальные эпохи тоже окружают площадь. Здесь тебе и старинный аптечный дом, и бывший доходный дом купца Федора Москвина, выстроенный в очень важном для Выборга стиле северного модерна, ну и здания в стиле финского национального романтизма, дома акционерных обществ Отцо с башней и Арина с куполом. В этом ветхом здании нежно-розового цвета раньше располагался ресторан Общества трезвости. Вообще, борьба с алкоголем в России — это не только знаменитый сухой закон 80-х. Еще в 1649 году царь Алексей Михайлович запретил держать хмельное питье в монастырях. Спустя 200 лет началась следующая антиалкогольная кампания, и в конце 19 века в Российской империи, ну и в том числе в Финляндии, действовало большое количество обществ трезвости. И здесь, на оживленной площади крупного тогда финского города, решено было построить целый ресторан без алкогольной направленности. К счастью, для кого-то, может быть, к сожалению, попытка привнести трезвость в жизнь выборжан провалилась. И сейчас здесь находится библиотека. Наверное, тоже безалкогольная. Давайте из этого калейдоскопа эпох перейдем в такую конкретную глубокую древность. Ну что, погнали в страдающее средневековье. Мы в Выборгском замке. Это самое популярное место в городе, ведь с него и началась история Выборга. Замок находится на острове, как и положено замку, правда, совсем на небольшом, размером всего в пару футбольных полей, поэтому можете понимать, что с самого начала недвижка здесь стоила очень много. Видите башню? Это настоящая дозорная боевая башня, названа в честь норвежского короля, крестителя Скандинавии Олафа Святого, и долгое время она была самой высокой в Скандинавии. Толщина ее стен 4 метра. Стены у замка тоже внушительные, до 2 метров. Если бы у меня дома были такие, я бы никогда не познакомился с соседями, которые любят делать ремонт. Так что неудивительно, что замок стоит до сих пор. В России больше нет памятника европейской военной архитектуры средневековья подобной сохранности. Правда, сейчас башня на реконструкции и планирует открыться только в 2024 году. Ждем. И вот мы внутри этого замка. Раньше сюда нужно было попадать с боем, а мы попали за эти 2-метровые стены очень легко. И, Илья, давай попробуем коротко в нашем сюжете рассказать историю города Выборг и историю этого замка. Начинается она, на самом деле, очень давно, 730 лет назад. Начинается она с небольшого замка, который был основан шведами в конце 13 века, в 1293 году. Конечно же, он
строится как оборонительная крепость, как самый восточный форпост шведского королевства. Вокруг него к XIV веку образуется небольшой посад, да, вот такая деревенька рядом с городом, которая разрастается, и в начале 15 века Эрик XIII Померанский, шведский король, посещает Выборгский замок, вот этот небольшой посад, и принимает решение, что это поселение достойно статуса города. И с 1403 года начинается история конкретно города Выборга. Поэтому, как вы видите, да, замок появился раньше, город позже, и сегодня принято разделять вот эту историю замка и непосредственно самого города. Формально средние века для города, конкретно для Выборга, заканчиваются именно в 1642 году. Потому что до этого момента, до этого года, планировка в городе была характерна для любого старого средневекового города. Очень узкие улицы, кривые, ориентированы они на стороны света, хаотичная деревянная застройка. Но из-за страшнейших пожаров, которые в Выборге произошли в начале 17 века, практически весь город выгорел целиком, и была изменена городская планировка с учетом уже нового времени. Появляются прямые, широкие улицы, ориентированные не на стороны света, а на укрепления. И вот мы видим как раз вот такую прямоугольную сетку улиц, характерную для многих европейских городов. На чем заканчивается шведский период Выборга? Неофициально он заканчивается 12 июня 1710 года, когда Совет офицеров города Выборга и, собственно, один из его комендантов, шведский полковник Магнус Шернстроле, который руководил обороной города, принимает решение о его сдаче. В 1710 году Выборг занимают русские войска, и это неофициальное начало его русского периода и конец шведского. Конечно же, официально Выборг войдет в состав России только после подписания Ништадтского мирного договора в 1721 году. И мы телепортировались в следующий зал. Здесь начинается финляндская эпоха, как правильно? Здесь начинается период города в истории Финляндии. Сначала это было автономное княжество, да, вот такое великое княжество Финляндия, пользовавшееся правами автономии, а затем уже, собственно, Финляндская республика. Было принято решение создать вот такое великое княжество Финляндия, которое обладало большим количеством самостоятельности, автономии. Ну, все-таки Александр I до событий Отечественной войны 812 года, он, так скажем, тяготел к либеральным идеям. Никто не думал, что страна когда-нибудь развалится. Но в 1917 году по декрету Ленина о праве наций и народов России на самоопределение и вероисповедание Великое княжество Финляндское выходит из состава Российской империи и образуется Финляндская независимая республика. Какой Выборг сегодня? Мы послушали большую историю и поняли, что город, кроме того, что он, в принципе, исторический и многонациональный, он еще постоянно гулял между разными, владельцами, так скажем. Как живет Выборг сегодня? Сегодня он, собственно, живет как именно российский город. Дело в том, что если все предыдущие до 20-го, наверное, до событий Второй мировой войны, если все предыдущие перемены, да, именно государства-владельца не затрагивали именно национальный состав города Выборга, не затрагивали население, то сначала Советско-финская война, затем Великая Отечественная очень сильно надломили как раз те культурные традиции, которые здесь в Выборге были. Дело в том, что в 1939 году все население было эвакуировано целиком. Даже, наверное, в 1940-м, да, вот во время Советско-финской войны. То есть все люди, которые здесь проживали, были эвакуированы. Да, город был пустой, за исключением солдат, которые здесь находились. А потом обратно, а потом еще раз. Потом обратно, да, то есть сюда, собственно, приезжают уже советские граждане в 1940 году. Через 15 месяцев уже они эвакуируются целиком, да, то есть, представляете, они приехали, только начали обустраивать свою жизнь, и затем обратно они отсюда эвакуируются.
возвращаются финны. Через 4 года, да, в 1944 году, вновь эвакуируется население полностью, и сюда приезжают уже советские граждане. То есть 4 раза целиком здесь сменилось население, которое в городе проживало. Конечно, это повлияло на его внешний облик, конечно, это повлияло на, наверное, такой дух города Выборга, потому что все-таки те переселенцы, которые приезжали сюда, ну, скорее всего, можно сказать, не испытывали такого трепета к культурному наследию города, как это было у его предшествующих жителей. Это был очень прикольный разговор, мне загрузили много полезной информации, и, как вы поняли, у Выборга история супер непростая. Но дальше я предлагаю переместиться немного вперед, в будущее, или назад в будущее, ну, куда-то туда. Еда вне времени, поэтому перекусить мне нужно прямо сейчас. Правда, мне сказали, что кормить меня почему-то никто не собирается, и нужно будет сделать, точнее, добыть пищу самому. Ну и ладно, ну и пожалуйста, заодно новый навык освою. На мне супер модная шапка, это значит, что мы попали на кухню, где все стерильно и красиво. Мы сегодня будем печь, или как правильно сказать, готовить крендели, потому что в кренделе без Выборгов у вас никак не получится. Почти на каждом углу вам кто-то будет предлагать зайти и попробовать крендель. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Почему крендель это, ну, в каком-то смысле национальное блюдо Выборга? Ну, крендель действительно является самым вкусным гастрономическим символом Выборга. Есть тому объяснение. Кренделю 500 лет. Не конкретно этому, а вообще в принципе. Да? Придумали его монахи-францисканцы, и, согласно легендам, именно крендель спас город от голода, а, соответственно, и от врага. За город постоянно ведутся войны, споры и сражения. И как-то раз враг подходит слишком близко, осада города затягивается, люди понимают, что придется сдаться, в Выборге закончилась еда. И в это время монахи-францисканцы, которые жили в городе долгое время, оказывают Выборгу помощь. В коллективной молитве они складывают руки на груди вот так вот, причем левая рука у них лежит сверху, это братья-католики. И после мольбы на землю сыпется манна небесная. Монахи манну собрали, отдали людям, люди получили хлеб и силы побороть врага. Из остатков же муки монахи делают крендель, который по форме напоминает сложенные на груди руки. Ну что, Сергей, мы начнем готовить наш крендель, но вначале давайте сложим руки на груди, так как это сделали монахи, чтобы понять, как скрутить крендель. Вот так вот, левая рука лежит сверху. Ну и теперь мы с вами одождим стол мукой. Посмотрите, словно манна небесная сыпется с неба. И вот так вот ладошечкой размели. Этого количества муки нам будет достаточно. Руки можно, да, уже убирать? Конечно, Сергей. Ой, ну перестаньте, вы тоже знаете этого блогера. Ну что, и теперь мы берем ржано-пшеничный колобочек и начинаем его перекладывать из ладошки в ладошку, согреваем теплом своих рук, держим форму вот этого колобка, снежка. И самое главное, Сергей, что мы должны делать? В голове у нас должны быть только хорошие мысли. Так, а ничего, что у меня получились вот такие трещины? Нет, Сергей, ничего. Главное, хорошие, добрые мысли. И теперь мы все наши мысли, которые мы сюда загадали, начинаем катить только к своему сердечку. Моя мечта к моему сердцу. Покатили к себе. И постепенно наш с вами бочоночек превратится в длинный-длинный жгутик, из которого мы и совьем наш знаменитый крендель. Вот у нас вот такая длинная ниточка получилась. Пока вы откатываете нить, я могу вам рассказать о том, что в Выборге одновременно существовало 2 монашеских ордена. Возможно, вы про это знаете. Черные и серые братья. Нет, расскажите. Черные братья – это братья-доминиканцы. Братья суровые, красивые, статные. Выходя в город, надевают черные капюшоны, поэтому их называют черные братья. Ну, если им навстречу попадаются красивые девушки. Сжигали? Да, брат, да. Сжигали, топили, как повезет. Это святая инквизиция. Но мне кажется, если бы мы оказались в Средневековье, вы были бы хорошим серым братом. Мне кажется, у вас очень доброе сердце. Потому что я Сергей? Нет, потому что у вас доброе сердце, у вас красивые глаза. Но серые братья, в отличие от черных, черные – это уважаемые люди, серые братья абсолютно бедны. У них нет даже крестика. Находим с вами правый хвостик нашего теста. Повели его наверх. Так, а теперь левый хвостик кладем сверху. Мы с вами вот словно выполнили наказ монахов. Левая рука у нас лежит сверху. Да? Теперь мы с вами перекрестили вот так вот эти руки. Ну вот перевили на один раз.
Так. Если мы с вами прям постараемся и хорошо откатаем тесто или возьмем побольше масса колобка, то мы можем на 2 раза открутить. Ну, нам хватит одного. И теперь что мы делаем? Мы вспоминаем в голове, что делают монахи. Скрестили руки, ладони на плечи. Вот это у нас с вами ладони, вот это вот плечи. Взяли ладони и положили на плечи. Я подсматриваю. Да. Да, все верно. 3. Ладошки на плечи. 3 и 4. И подрастянули. Брат Сергей, это победа, я считаю, это победа. Так, ну что, у нас с вами почти получились кренделечки. Но так как тесто дрожжевое, мы с вами сейчас будем ставить наши кренделечки в расстоечный шкафчик. И пока наши крендели расстаиваются, мы с вами сделаем крендель бездрожжевой по другому рецепту. Ну и все, там у нас тепло, хорошо. Давайте. Руками? Руками, Сергей, у вас все получится, брат. Если что, Брат, все задокументировано. брат, я в вас верю. Брат, ну перестаньте, я бы вас не засунула в Да он печку. горячий, я серьезно говорю. Давайте я сама это сделаю. Оп. Это тоже магия. Не знаете, что было с теми? Да, пройдемте. Самое вкусное, мы будем украшать наш крендель. Но прежде чем мы будем сеять или сыпать, мы возьмем кисточку, помажем крендель яйцом. Мы прям вот просто его красим. Можем придумать новое блюдо, вот туда заливать. Как Ну, можем. Я думаю, что это уже придумано. Это получается такие хачапури по-аджарски или вот как-то так. Поэтому все уже без нас придумано. Ну Всё, и шаг влево, шаг посыпаем вправо. специями, как вам нравится. Я сама по себе сластена, поэтому я сделаю сладкий крендель и с удовольствием угощу вашу съемочную группу. Тмин. Он как бы ПП. Мужицкий. Да. Кунжут. Он очень полезен. Говорят, что он даже полезнее лимона по своим свойствам. И он визуально украсит ваш крендель. Сахар хочу еще. Куда? К тмину. Вы хотите остановить мой креатив? Закрываем. Ну и теперь нам остается только ждать. Ольга, я приглашаю вас выпить чай. Присаживайтесь, Ой, пожалуйста. спасибо, Сергей. Я вас спасибо. угощу сегодня самодельными крендельками. Пожалуйста, Сергей, присаживайтесь. неужели своими руками вы состряпали выборгский крендель? Угощаю вас. Вы когда-нибудь пробовали крендель, Ольга? Нет, Сергей, я никогда не пробовала крендель. Мне кажется, сейчас все нам завидуют. Все, кто за кадром. Самое главное, что это рецепт практически такой ПП. Можно кушать тесто ржаное, бездрожжевое. Только что сахар у нас тут есть, ну ничего, ну как? Мне кажется, это гениально. Суть-то какая? Нужно не бояться экспериментировать. Можно и в тмин добавить сахар, и все у вас в жизни будет нормально. Но самое главное делать это с любовью. И с хорошими мыслями. И с желаниями. Ой, мы будем наслаждаться, чтобы не торопиться. Здесь доедим все, угостим нашу команду. Ну, пусть весь мир подождем. Весь мир подождет, ну а наши зрители могут переходить к следующему сюжету. Выборг — город очень контрастный. Он бывает вот такой, а бывает вот такой. Смотрите, как прикольно здесь сочится история прямо сквозь здание. Судя по всему, это старый фундамент, это торчащие камни, между ними залита какая-то глина или такой древний цемент. И в городе в целом везде так. Вы видите современные здания, вы видите советские здания, но сквозь все это проглядывает такая история века 13-15. Мы внутри руин собора 15 века постройки. К сожалению, он сгорел в годы Второй мировой войны. Он и до этого переживал несколько пожаров, но отстраивался. Но Вторую мировую войну пережить у него не получилось. И сейчас он находится в состоянии только своих стен. И больше ничего здесь нет. Наш следующий экспонат. И со стороны непонятно, что здесь такого интересного. Вроде обычный такой старенький дом, и, может быть, там какая-то бабушка печет самые круглые в мире блины. Но нет, здесь в 1917 году останавливался, ну, еще тогда в территории Финляндии, Владимир Ленин, мистер коммунист.
Здесь он подготавливал свое восстание, общался с единомышленниками в Петрограде, ну и после, собственно, отправился в ныне Санкт-Петербург. Пойдемте посмотрим, где он гостил в то время. Свобода, равенство, братство. Где-то этот лозунг мы уже слышали. Интересно, что здесь 3 слова и 3 двери, как будто нужно выбрать направление и идти в него. Почему Ленин приехал именно сюда? Понятно, что он скрывался, но почему был выбран именно Выборг? Потому что это ближайший город к границе России или были какие-то еще причины? Ну, во-первых, почему Выборг, да, а потом второй вопрос, почему вообще этот дом? Потому что если себе представить, что это окраина Выборга, рабочее предместье, в котором, ну вот иногда тут, может быть, какая-то телега проедет, да, в котором маленькие деревянные домики, и живет тут большое количество финских рабочих. И из этого вот массы этих домиков выбрали именно этот. Сколько времени он прожил в этом доме? Да, всего 2 недели. А вот уже где именно остановиться в Выборге, видимо, вместе с Эвертом Хуттонем решили и выбрали эту квартиру, потому что в этой квартире до Ленина укрывалась масса различных людей, членов различных партий России. То есть это уже такая опытная конспиративная Настоящая квартира? конспиративная квартира. Юхани Латука потом в своей автобиографии уже в России в 20-е годы пишет, что, к сожалению, не было ни одного обыска и ни одного ареста. Почему? Почему? А потому что нигде в полицейских документах не было зафиксировано, что в этой квартире останавливались Буренин, Шотман, Игнатьев, Красин. Он не мог документально доказать, что он их укрывал, только с его слов можно это понять. Всё То есть эта информация есть это... только со слов семьи? Только со самого слов Ленина семьи. нету такой информации? В письмах Ленина есть момент, что он находится в Выборге, но больше ничего. Где именно, конечно, нет. Конечно, нет. А есть такая вероятность небольшая, что это все придумано, что кто-то сказал, что он у нас жил, все, и мы вот напишем все подробно и скажем, что он у нас жил. А доказательств, я так понимаю, что никаких и нет. Есть биографические хроники Ленина, где отслеживается каждый его день, да, по возможности, значит, вот буквально от и до, где он проводил, что делал и где проводил время. Этот вот период, что он был в городе Выборге, он в биографических хрониках зафиксирован. В доме, где сегодня расположен музей Ленина, жил финский журналист, социал-демократ Юха Латтуки и его супруга Люли Мария, также приложившая немало сил на благо общества. В этом доме и приютили будущего вождя пролетариата. У Ленина было несомненное уважение к женскому труду. Он никогда не позволял убирать за собой постель. Он всегда приносил сам воду сюда и выносил воду после умывания. Значит, сам всегда следил за печью. Каждое утро ему оставляли на краешке плиты в кофейничке заваренный кофе. Ну, финны известные любители кофе. И вот там стоит кофейничек медный под стеклянным колпачком. Это именно тот самый кофейник, из которого Ленин пил кофе. Оригинальный. Да. А это та самая девушка, которая... А это, да, хозяйка дома Люли Мария, которая, с одной стороны, стоит у плиты, но она торопится на работу и оглядывается. Кто-то посторонний зашел в ее дом. В целом похоже на такой рядовой российский дом даже того времени. Не скажу, что чем-то отличается. То есть внешне это достаточно типовой деревянный дом, но с интересным каменным фундаментом. Кстати, дом, несмотря на всю свою простоту внешнюю, сейчас это архитектурная редкость. Ну, это единственный дом в Выборге рабочего предместья. Больше не сохранилось таких домов, вот именно таких. Рубленый брус, двухскатная крыша на гранитном фундаменте. И к нам приезжали финны, которые говорили о том, что в Финляндии уже тоже нет таких домов. Говорили, берегите его, потому что в Финляндии все такие дома уже уничтожили, снесли. И это большая редкость. В Выборге есть трамвай, даже целая трамвайная линия. Она, правда, длиной где-то метров 10, и трамвай всего один. Уехать вы на нем можете максимум в бодрое будущее, а именно выпив там кофе. Здравствуйте. Здравствуйте. 1 капучино, пожалуйста.
Хоть в этом трамвае можно попить только кофе и уехать никуда нельзя, но до 1957 года здесь действительно по городу ездили трамваи, но после все эти ветки были упразднены. Вообще, по Выборгу, конечно, лучше просто гулять пешком. Для начала осматривать архитектуру, смотреть, какая она разная, вся клевая, какая-то руинная. Но для этого лучше наметить себе какую-то финальную точку и к ней уже всякими сложными путями идти. Давайте ткнем пальцем в Кведа и посмотрим, что получится. Панцерлакс. Моя немецкая душа ликует. Пойдем. Посмотрите, какое необычное здание. Что вы думаете? Это рынок. В вашем городе есть такой рынок? Вот в Выборге есть. Мощный гранитный фундамент. Стильная строгая башня с часами. Арка гигантская. Внешне это вообще стиль. Если вдруг будете искать себе квартиру, купить или снять в Выборге, то обратите внимание, это самый старый жилой, именно жилой дом в России. 16-го примерно века постройки, точно неизвестно, то есть дому около 500 лет. Там была проведена небольшая реставрация, заменено отопление, проведено электричество, естественно, но там реально живут люди в 500-летнем доме. В приложении Кведа он, конечно, тоже есть. Если просто гулять спокойно и смотреть вперед, вниз, вбок, вы в этом здании ничего красивого не увидите, потому что оно уже такое темненькое, грязненькое и обветшало. Но если присмотреться, можно найти пеликанчиков, которые, сидят на разных точках этого дома. Друзья, администрация Выборга и все неравнодушны. Нужно спасать это здание, хотя бы просто отмыть. Тогда пеликанов будет видно лучше. Это здание почти полностью выполнено из разного вида гранита, который здесь, в этой местности, добывался в изобилии. Оно было построено для нужд фирмы Хакман & Ко, на тот момент крупнейшей лесопромышленной и торговой компании. И здесь также много прикольных всяких деталей. Вот, например, над этими огромными дверями, они 3 метра в высоту для каких-то гигантов, можно увидеть кораблик. А здесь, вдоль входов, сделаны вот такие гранитные шишки. Вы только представьте, сколько нужно ручной работы, чтобы все вот это сделать. И оно осталось на века. Итак, мы у лавки Рыжей Лапки. Самое милое в мире название. Здесь, говорят, продаются не только сувениры и разные красивые вещицы, но еще, интересный факт, этим местом владеет кот. Он здесь все администрирует, все крышует и все вопросики решает. Пойдемте с ним пообщаемся. Пока вижу очень много нарисованных котов и рыбов. А вот и Кузьма Вальдемарович, извольте приветствовать. Здравствуйте, Кузьма. Я нашел еще одного котика. Мне сказали, что это кошка. Внимание, учим. Чертуся Табакерковна. Здравствуйте. Здравствуйте, Чертуся. Котики — это очень круто, это очень хорошо, тепло и мило, но как-то информации много от них мы не получили, поэтому давайте пообщаемся с людьми, они здесь точно есть. Какие есть легенды? Вот как нам это рассказали? Что есть вот такое место, и там коты вообще управляют этим местом. Бизнесом управляют. Они управляют да. бизнесом, они продают, они считают бухгалтерию, они готовят, они рисуют. Насколько все это правда? Что из этого миф, а что Это правда? совершенная правда. Кузьма управляет нашей жизнью, потому что мы начинаем день с того, что приходим в лавочку и идем с ним гулять в первую очередь. Сначала коты, а коты — это часть нашей жизни, это наши родственники фактически, поэтому их желание в первую очередь. И даже если в лавочке очень много гостей и всего 2 сотрудника, один из них при громком мяу Кузьмы Вальдемаровича, он идет и с ним гуляет, да. Может быть, он все-таки какой-то необычный кот? Может быть, Для это нас вы он- видите его как кот, а все видят его иначе? Наверняка он точно совершенно для нас необычный кот, потому что появился он у нас около 5 лет назад, и появился он сначала не в лавке, а появился он просто по улице, на нашей улице. И заходил во все лавочки, в кафешки, и его все подкармливали. Он придет, поест, уходит.
То есть Придет, покушать поест, дается, но да. не привязывается. Не привязывается. Куда он уходил на ночь, никто мы до сих пор не знаем. И потом в лавку пришла наша одна из лучших художниц, Елена Теплешова, выборгская художница, и говорит, что я хочу написать картину с котом. Никогда не делала, хочу. Мы говорим, конечно, конечно. И она приносит картину, на которой абсолютно Кузьма идет на фоне круглой башни. Они не встречались. Елена Теплешова художница и кот, который приходил к нам поесть, они до этого не встречались. Но на картине она приносит этого кота, написанного. Картину мы вешаем на стену. Вечером, как всегда, приходит перекусить, видимо, перед сном Кузьма. Вот, ест и ложится около мисочки. И остается у нас. Расскажите про лавку, потому что есть образ, что здесь живут классные коты, но здесь еще много чего здоровского. Кто это все делает? На самом деле. Это выборгские мастера все делают. Мастера, художники, керамисты, вязальщицы, швеи и так далее. Исключительно выборгские? Нет, не только выборгские в основном. Немножко есть мастеров из Выборгского района. И есть у меня 5-6 мастеров из Петербурга. Второе направление нашей работы – это наши экскурсионные программы. Да, расскажите про это. Да, и здесь, конечно, это тоже большая моя любовь, потому что Выборг раскрывается слоями. И если ты будешь просто приезжать и гулять, ты очень многих мест будешь проходить мимо, и ты не поймешь, что это что-то значимое, ты не увидишь этой красоты, возможно. Ты, может быть, просто пройдешь другим ракурсом и не зацепишься. Гиды покажут основные точки. Ты можешь потом многократно приезжать, но уже знать примерно, что это вот это. И потом 700 лет, 4 страны, которые владели этим городом, но это же необыкновенно. Такой вопрос прикольный пришел в голову. Какой город в мире, в России вообще в мире, если вы путешествовали, больше всего вам напоминает Выборг? Толедо. Это где? Испания под Мадридом. Прага отчасти похожа. Чуть Стокгольма. Немножко есть какие-то Буэнос-Айресы черты. И еще самое главное, что весь Выборг – это одна Петроградка. Петроградку мы любим. Это целый комплекс из 3 зданий. То есть это не один дом, а сразу 3, но они склеены вместе. И на входе можно увидеть 2 симпатичных девушек. У одной в руках меч, у другой цветы. И мне пришла идея, что это иллюстрация поговорки или пословицы, или что-то там вообще про кнут и пряник. Ну, вы поняли. Люди ходят, даже не знают, что они идут на работу и каждый день берутся за самую удобную в России ручку. Наверное, когда они приезжают в другой обычный город с простой, скучной, железной, плоской ручкой, они страдают и хотят вернуться домой, к ней, к той самой. И вот еще один банк, на этот раз национально-акционерный, здесь прям улица банков. И по нему видно, что происхождение у него глубоко финско-шведское, потому что видны змеи, виден меч, щит, и как-то это все не по-старорусски выглядит. Это здание бывшего консолидационного банка. И вроде ничего необычного. Здание, кстати, на реставрации сейчас серьезно, почти все перекрыто. Но можно увидеть прямо на входе и ромашки, и шишки, и такие олдскульные старые ворота. Мне очень нравится, когда вот такой старый антураж не снимают, хоть он уже и ветхий, а оставляют. Это сохраняет какую-то душу здания. И даже внутри, посмотрите, табличка вроде уже вся ржавая, но говорит о том, что я здесь, ребята, давно. Я видела побольше вас всех. А это я знаю, это дом купца Маркелова, ему ровно 120 лет. И самое классное, что он зеленый. Я вот очень люблю зеленые здания, потому что ощущение, как будто на нем есть какая-то растительность, и это создает живость, особенно зимой. А еще посмотрите, у него вход выполнен в каком-то странном, прикольном старорусском стиле, а наверху есть гранитные мишки. Гранитные мишки, Карл, и при этом это все в целом неплохо сочетается. Мы наконец дошли. Это место 3 в одном. Панцерлакс. Бастион крепости 16 века.
Недавно здесь открылся Эрмитаж, и совсем недавно здесь открылась новая аллея скульптур. Здесь точно есть что посмотреть, поэтому это прикольная точка маршрута прогулки через весь город. Хорошо, что вам не слышно, микрофон не такой чувствительный, но мое пузико уже урчит, я нагулялся. Нужно покушать. В Выборге нужно покушать, как положено, аутентично, поэтому мы выбрали заведение «Таверна». Оформлено оно как положено. Сейчас посмотрим, что внутри. Но эти двери, это просто, ребята, эти двери. Эти двери. Расскажите, насколько сложно в 21 веке готовить еду 15 века? Да мне кажется, главное — это любовь к своему делу. Так в целом ничего сложного. Главное — иметь какую-то базу. То есть у нас наша хозяйка, она сотрудничает с архивами, с музеями. То есть рецепты из старых поваренных книг. Их повара наши читают и как-то пытаются интерпретировать в современных реалиях. Хорошо, у вас здесь интерьер очень аутентичный. Во-первых, мы с вами находимся в здании 14 века постройки, то есть по большей части не приходилось ничего создавать, а вот такие какие-то мелкие детали интерьера есть местные мастера, которые делают реплики, то есть столовые приборы, какую-то кухонную утварь. Это все можно сделать. Гости. Мы тут, пока готовились к съемке, буквально минут 15, поняли, что сюда в двери заходит буквально каждые 2 минуты какая-то порция людей. Им говорят: извините, мест нет, все занято. Но сегодня будний день, и время вообще даже не обеденное. Откуда у вас такой большой поток? Если мне не изменяет память, то все это началось с пандемии, когда закрылись границы, российский туризм, он как бы начал разрастаться. Как бы город средневековый, гостям интересно, и как-то вот потихоньку при помощи сарафанного радио как-то вот о нас узнали. А кто ваши гости? Вы примерно можете составить портрет? Это, сейчас, наверное, в меньшей степени, но гости из Финляндии, Швеции к вам приезжали раньше. В основном это, конечно, российский турист. Очень много туристов из Азии, то есть это Китай, Корея. Буквально вот позавчера, по-моему, были гости из Испании. Помните, мы в Петербурге были в субстанции и ели суп из хлебных таких чаш. По-моему, это придумали гораздо раньше. Это правда, это не тарелка, представляете, это правда огромная хлебная чаша. Я заказал себе пивную похлебку, но в ней нет алкоголя, так что я буду есть, а не пить. Давайте сразу попробуем. Очень похоже на то, как готовила моя бабушка где-то в 1536 году. Ха-ха-ха. Суп, окей, это суп, но вы посмотрите на этот кусочек хлебушка, маленький кусочек хлебушка. Я боюсь, что здесь скажешь: можно мне одну бутылочку глёга, одну бутылочку пива? Тебе принесут вот чан, бочку такую, и будешь сидеть до конца, пока не выпьешь. Давайте попробуем. Вкусно, очень вкусно. Серьезно, я могу рекомендовать это место, потому что, придя сюда, вы увидите адекватные цены, классный интерьер, погрузитесь в атмосферу, здесь даже официанты одеты соответствующие, и подача самой еды тоже сделана как положено, в стиле, аутентично, и порции, я как понимаю, тоже средневековые, потому что вот этот хлебушек, это хлебушек Pro Max. Весь
весь день провели в Выборге, посмотрели на него под разным углом, под разным светом, пасмурным и солнечным. И город, конечно, потрясающий, с очень мощной историей. И эта история как большая достопримечательность, так и большая боль, которая оставляет шрамы на лице этого города. Все-таки вот эти перехождения между владельцами ничего хорошего не делают. Но, знаете, что я скажу? Что если вы в нем живете и ходите каждый день по делам и на работу, вы можете не заметить вот этой красоты, которую видит турист, как я, который приезжает и острым взглядом на все это смотрит. Это как хороший актер, который раскрывается только перед достойным и заинтересованным зрителем. И вот, к слову о кино, мы только что загуглили, правда, вот эти ладьи — это копии настоящих викингских дракаров. Ну, точнее, это копии кораблей, созданных для съемок фильма. Ну, вывод у меня простой. Чтобы ладья красивая, историческая, долго плавала, за ней нужно хорошо ухаживать, любить ее и любить море, которое тебя окружает. Спасибо вам, спасибо Выборгу, спасибо Кведа и до встречи. Ловите чек-лист. Красная площадь. Фабрика кренделей «Крендель и Ко». Выборгский замок. Лавка рыжей лапки. Дом-музей Ленина. Прогулка в стиле северный модерн. Бастион Панцерлакс. Таверна и дракары викингов.